Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы с вами готовим сырники. Самые простые, любимые с детства сырники. Это очень старый рецепт, очень простой. Сырники получаются очень нежные, вкусные. Испортить творог невозможно. Давайте приступим к приготовлению. У меня в чашке 3 пачки творога. Творог у нас по 200 грамм, поэтому 600 грамм творога. Есть один секрет. Какой нужно взять творог для того, чтобы сырники получались всегда? Творог должен быть, во-первых, вот такой мелкий. Нельзя брать крупнозерненный творог. Вот домашний творог, он тоже такими крупными зернами, но в этом случае его нужно протирать через сито. Это долгая история, поэтому я предпочитаю купить творог вот такой мелкий. И еще один секрет. Творог должен быть жирный. Из нежирного творога, либо из творога с малой жирностью, например, 1% или 3%, сырники разваливаются. Честно говоря, я не знаю, в чем причина, но я заметила это. Творог нужно брать жирностью не меньше 5%. У меня сегодня 9% творог. Нужно его размять вилкой. Разминаем. Творог у меня свежий, не кислый. Хотя, в принципе, на сырнике можно использовать и кислый творог. Единственное, что тогда нужно добавить больше сахара. Размяла творог. Теперь нужно добавить 1 яйцо. Перетираю яйцо с творогом. Вот так хорошо перемешала, уже даже и незаметно, что здесь яйцо. Теперь нужно добавить сахар. Я добавляю 4 столовых ложки. Но сахар – это, конечно, дело вкуса каждого. Если любите несладкие сырники, меньше сахара добавляйте. Любите сладкие – больше сахара. Но для меня вот 4 столовые ложки на 600 грамм достаточно. Перемешиваем творог с сахаром. Перемешала. Теперь для аромата добавим ванилин. Если у вас ванильный сахар, добавляйте пачечку ванильного сахара. Если у вас порошок, добавляйте порошок ванилина на кончике ножа. У меня эссенция, поэтому я немножечко вот тут налью. Это буквально четверть чайной ложки. Перемешаю хорошо. Перемешала. Теперь, друзья, я добавлю щепотку соли. В принципе, соль можно не добавлять. Но я всегда и в выпечку, и в сырники, и в печенье всегда для баланса вкуса добавляю щепотку соли. Ну вот, остался последний ингредиент – мука. Вот мука вызывает, пожалуй, самое большое количество вопросов. Как сделать так, чтобы сырники не были такими вот мучными и жесткими? Здесь делюсь с вами третьим секретом. Количество муки должно быть примерно 25-30% от веса творога. Если у нас здесь 600 грамм, то значит приблизительно где-то 150 либо 180-200 грамм муки. У меня в чашке 200 грамм, я высыплю вначале не всю. Ну вот, примерно 30 грамм я оставила. Перемешаем, посмотрим. Многое зависит от того, насколько влажный творог. Бывает творог сухой, то и 150 грамм достаточно на 600 грамм творога. А бывает такой водянистый, ну тут уже смотришь по консистенции, что получается. Ну, у нас вроде бы получается хорошее такое тесто на сырники. Я думаю, что я больше добавлять не буду. Можно, конечно, сделать так. Приготовить тесто на сырники, затем испечь один и посмотреть, все ли хватает. Если, допустим, не хватает сахара, добавить прямо в тесто. А если не хватает муки, на ваш взгляд, то есть сырник не держит форму, расплывается, то тогда муку в тесто добавлять не надо. Тогда просто можно обвалять сырник в муке. Но я не люблю обваливать сырники в муке, потому что мука горит. Ну вот, я думаю, все хорошо. У нас получилось отличное тесто на сырники. Приступаем к жарке. Сковорода у нас нагрелась. Наливаю на нее масло. Масла немного, ну, может быть, 3 столовые ложки.
И теперь начнем формировать сырнички. Я их делаю небольшими. Скатываю вот такой шарик, затем придавливаю. И вот такие небольшие аккуратненькие сырнички формирую. Повторяю, что в муке я никогда не обваливаю, потому что мука горит. Так, сырники сложила на сковородку. Хочу обратить ваше внимание. Вначале мы сковородку накаляем, нагреваем на большом огне. Затем убавляем до среднего, наливаем масло и жарим на среднем огне сырники. Это медленно, но зато сырники всегда внутри пропекаются. Жарим до золотистого цвета с каждой стороны. Ну вот, первая партия сырников поджарилась. Не так уж и много времени ушло, приблизительно по 3 минуты на каждую сторону. Вот, друзья, посмотрите, сколько сырников у меня получилось из 600 грамм творога. Сырники очень вкусные, мягкие, нежные, горячие. По этому рецепту готовила их моя мама. Также готовлю их для своих детей я. Надеюсь, что вам тоже очень понравится. Получаются эти сырники всегда. Приятного вам чаепития! Друзья, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о моих новых видео. Так мы с вами не потеряемся на просторах YouTube. А я, в свою очередь, буду радовать вас новыми простыми рецептами. Я желаю всем счастья, здоровья. До встречи на моем канале.